Буквально до этого вторника я считала, что все динозавры вымерли. Но оказывается, большинство современных специалистов придерживается классификации животных, согласно которой птицы являются ныне живущими оперенными динозаврами, пережившими глобальное вымирание 66 миллионов лет назад. То есть птицы не просто родственники динозавров, как я думала, а в прямом смысле слова динозавры. Вы это знали? Я не знала. Живи, учись. А вообще динозавры вошли в общественное сознание только в середине XIX века. Само это слово придумал в 1842 году английский биолог Ричард Оуэн. Он констатировал несомненное сходство между обнаруженными к тому времени останками трех ископаемых ящеров – мегалозавра, игуанодона и гелиозавра. Он отметил их сходство между собой, но одновременно и отличие от современных рептилий. И он выделил этих трех в отдельный подотряд, которому дал имя динозавры – ужасные ящеры. После чего в мире разразилась натуральная динозавромания. И новые виды динозавров начали находить по всему свету, и модели их грандиозных скелетов выставляют на всемирных выставках к восторгу и ужасу просвещенной викторианской публики. Но люди, охотившиеся за динозаврами, существовали еще до этого, до того, как это стало модно. Это были люди, своими стараниями заложившие основы палеонтологии как науки. Это были энтузиасты, которые еще не знали, какой огромный пласт истории они пытаются откопать, и какой концептуальный переворот в науке и мировоззрении готовят своими открытиями. И сегодняшний мой рассказ о принцессе палеонтологии Мэри Эннинг, о Мэри, собиравшей ракушки на морском берегу с молотком. Мэри Эннинг была ровесницей Пушкина, на 2 недели его старше. Она родилась в Англии, в Дорсете, в семье столяра, в домике, стоявшем так близко у моря, что штормы иногда затопляли их жилище, и семье приходилось спасаться в спальне наверху. И море позволяло ее родителям и многим другим жителям их городка пополнять свои доходы очень необычным образом. В свободное время они собирали окаменелости и продавали их туристам. Прибрежные скалы вокруг Лайм-Риджеса являются одним из самых богатых фасилиями мест Великобритании. Эти обрывы состоят из чередующихся слоев известняка и сланца, отложившихся на мелководье в начале юрского периода, то есть 200 миллионов лет назад. Зимние дожди часто вызывают оползни, и они обнажают новые окаменелые останки доисторических животных и растений. Местные жители давали им красочные названия, такие как змеиные камни, это аммониты, или дьявольские пальцы, белемниты. Никто тогда не знал точно, что это такое. Науки палеонтологии еще не существовало, но коллекционирование таких диковинок было в моде. А оживление внутреннего туризма в результате наполеоновских войн, отрезавших жителей Великобритании от курортов материковой Европы, превратило Лайм в популярное место отдыха. И туристы охотно покупали красивые непонятные камни, о которых говорили, что они, возможно, являются окаменелыми останками древних животных и растений, погибших во время библейского потопа. Потому что вообще происхождение окаменелостей в тот момент еще энергично дискутировалось. Большинство людей, даже самых умных и самых образованных, верило в Бога и верило в Библию. Библия считалась буквальным учебником по истории Земли. Мир был создан 6000 лет назад и населен тварями земными, водными и небесными. Сразу всеми, какие есть. Линней создал красивую классификацию для всех возможных живых существ, прославляющую совершенство творения Божьего. Идея о том, что какое-то из этих созданий может вымереть, навсегда исчезнуть с лица Земли, подозрительно походила на заявление, что Божье творение может быть несовершенно и подвержено изменениям.
Люди, конечно, издревле периодически выкапывали из земли части гигантских скелетов, которые не были похожи на кости имеющихся в округе животных. Древние греки считали обнажившиеся в результате землетрясения огромные кости останками мифических героев и с почестями их перезахоранивали. Средневековым китайцам попадались кости динозавров. Их считали костями драконов и приписывали им лечебные свойства, поскольку драконы – существа сказочные. В результате много ископаемых было утеряно, потому что их мололи в порошок и пили в лекарствах. В христианском же мире были склонны считать, что окаменелости доказывают, что в прошлом здесь жили экзотические виды, которые сейчас населяют другие части Земли. К примеру, это останки слонов, которые сейчас живут в Африке, но в прошлом бродили и по Европе. Или крокодилов. В эпоху Просвещения появляются первые смелые идеи, что, возможно, некогда в мире существовали виды животных и растений, исчезнувшие навсегда. Это, в принципе, неплохо согласовывалось с концепцией всемирного потопа. Потоп также объяснял, почему в решительно сухих частях света и на вершинах гор находят древние раковины, явно принадлежавшие когда-то морским тварям. А в XVII веке оксфордский профессор Роберт Плот совершенно правильно определил обнаруженную в английском карьере часть берцовой кости крупного динозавра, как кость из верхней части ноги огромного животного. Но он предположил, что это останки человека из расы гигантов, упоминаемых в Библии. В любом случае, к началу XIX века собирание окаменелостей постепенно превращается из хобби в научную работу. И в Англии многие джентльмены-ученые проводят дни, лазая с молотками по прибрежным скалам. Аммониты, раковины вымерших головоногих моллюсков, найти было легко, но останки позвоночных попадались гораздо реже, и за них готовы были платить неплохие деньги, что давало дополнительный заработок жителям прибрежных деревень. И семья Мэри Эннинг была в числе этих профессиональных охотников за ископаемыми. Все образование Мэри состояло из воскресной школы, где ее научили читать и писать. Она была из бедной семьи. С раннего детства она сопровождала отца в поисках окаменелостей на морском берегу. А потом они с мамой раскладывали эту добычу на столики у своего крыльца и продавали туристам. Добыча окаменелостей под обрывом была довольно опасной работой. Однажды отец Мэри оступился и сильно покалечился. Помимо этого он еще страдал от туберкулеза, бывшего тогда бичом бедных районов Англии. И он умер в возрасте 44 лет, оставив жену с 2 детьми без гроша. Наступили совсем тяжелые времена. Матери Мэри пришлось подать заявление на материальную помощь как неимущей. Они с детьми продолжали собирать и продавать окаменелости, большая часть которых была аммонитами, и стоили они недорого. Но в 1811 году, когда Мэри было 12 лет, они с братом сделали свою первую серьезную находку. Брат Мэри, Джозеф, откопал 4-футовый, это больше метра, череп допотопного существа с длинной зубастой челюстью. Он не мог найти никаких других костей этого животного, да у него и не было на это времени, он поступил в подмастерье к обойщику. Но Мэри не сдавалась и спустя несколько месяцев обнаружила между скалами полный 5-метровый скелет. Эннингам пришлось нанять рабочих, чтобы выкопать чудовище целиком. Но их вложения оправдались. Местный лорд купил скелет у Мэри за 23 фунта. Эти деньги будут кормить ее семью полгода. А скелет чудовища, названного в газетах древним крокодилом, перекочевал в Лондон, где был выставлен для всеобщего обозрения и произвел фурор и вызвал оживленные дискуссии. В Британском музее предложили назвать неведомое существо ихтиозавром, рыба-ящером, и название прижилось. Мэри впоследствии найдет еще несколько ихтиозавров. И эти злупоглазые зубастые морские пресмыкающиеся юрского периода станут звездами экспозиции музеев естественной истории по всей стране и за рубежом.
Деньги, полученные за ихтиозавра, ненадолго облегчили положение семьи. Добыча фасилий – ненадежный бизнес, и в 2020 году Эннинги были на грани того, чтобы продать свою мебель, и им совсем не на что было жить. Их выручил один из их постоянных покупателей – коллекционер древностей, полковник Бёрч. Он организовал аукцион, на котором были выставлены ранее купленные им у Мэри и ее матери окаменелости. Бёрчу было жалко расставаться с коллекцией, но он решил, что это будет по-честному, если деньги получат женщины, которые нашли все эти образцы. Аукцион прошел в Лондоне и выручил целых 400 фунтов, сумму, на которую в те годы можно было купить дом. И эти деньги, а также известность, которую Эннинги приобрели среди коллекционеров, потому что некоторые из них приехали на аукцион даже из-за границы, значительно улучшили положение Мэри и ее матери. Мэри относилась к поиску окаменелостей не как к случайному заработку, как большинство ее земляков, а как к основной работе. Она неустанно трудилась, чтобы восполнить свой недостаток знаний. Она читала все научные публикации, профильные научные публикации, которые могла найти, и препарировала на кухонном столе рыб и других морских обитателей, изучая их анатомию и сравнивая с найденными частями скелетов доисторических животных. Ценные скелеты позвоночных встречались крайне редко и были нарасхват. Поэтому Мэри выходила на их поиски даже зимой, когда берег размывали дожди и обнажались новые пласты. Мало кто рисковал наравне с ней бродить там по пляжу под нависающими скалами, готовыми обвалиться в любой момент. Но Мэри ежедневно отправлялась за добычей, выхватывала из воды осколки булыжников с окаменелостями, пока их не унесло приливом. Однажды она едва не избежала гибели от оползня. Он обрушился прямо перед ней и похоронил под собой ее терьера Трея, ее постоянного спутника. Вот эта черно-белая собачка на портрете. И риск Мэри оправдывался. В 1823 году она отыщет первый полный скелет плезиозавра. Этот гигант с шеей в 35 позвонков вызовет шок и скандал на собрании Лондонского геологического общества. И маститый французский анатом Жорж Кювье заявит, что это наверняка подделка, и такого животного не могло существовать. Несмотря на то, что презентацию делала не Мэри, а ученый, купивший у нее скелет, ее имя даже не упоминалось, ее репутация висела на волоске, потому что подделки ископаемых тогда уже случались часто, и эти скандалы испортили не одну научную карьеру. К счастью, на официальном заседании общества было установлено, что скелет является подлинным. Огромная зверюга с ластами и длинной шеей была названа плезиозавром, почти ящером. Впоследствии окаменелые останки плезиозавров найдут на всех континентах, включая Антарктиду. А живого плезиозавра вот уже почти 100 лет ищут в шотландском озере Лох-Несс. Кстати, если вам будет интересно послушать про Несси, напишите внизу, я могу сделать выпуск, мне самой интересно. Практически все находки Мэри были связаны с морской живностью. Она найдет и опишет несколько видов ископаемых рыб. Мэри также обнаружит засохшие чернила внутри чертовых пальцев белемнита. И проведя сравнение с анатомией современных кальмаров и каракатиц, которых она собственноручно потрошила у себя на кухне, предположит, что это окаменевшие чернильные камеры их далеких предков. И она будет права. В 1828 году она совершит еще одно открытие. У скелета маленького допотопного существа, впечатанного в камень, она обнаружит удлиненные кости пальцев и предположит, что этот ящер умел летать. Мэри Эннинг нашла птерозавра, которых часто неправильно зовут птеродактилями, но птеродактиль – это отдельный род птерозавров, летающих ящеров юрского периода. Геолог Уильям Бакленд опишет его под именем Pterodactylus macronus. И редкий случай в своей статье он честно припишет открытие нового вида Мэри Эннинг, потому что он был ее личным другом. Уильям Бакленд, который читал лекции по геологии в Оксфордском университете, часто посещал Лайм во время каникул
И там он познакомился с Мэри. Их часто видели на пляже вместе, охотящимися за окаменелостями. Они стали настоящими коллегами, они делились идеями и материалами. И в письме к нему Мэри сделала однажды смелое предположение, что загадочные безааровые камни, с древности считавшиеся универсальным противоядием и лекарством от всех болезней, на самом деле являются окаменевшими фекалиями ихтиозавров и плезиозавров. Мэри заметила, что камни эти часто находятся в брюшной полости скелетов, а если их разбить, то внутри обнаруживаются кости и чешуя рыб. И Баклин сделает подробный анализ этой гипотезы, сравнит образцы из разных мест, придумает название капролиты и в своей статье отметит наблюдательность Мэри и поблагодарит ее за идею. На такое открытое признание своих заслуг Мэри получала крайне редко. Как женщине, и тем более женщине с третьего сословия, не имеющей формального образования, ей был заказан вход в научное сообщество того времени. Геологическое общество не только не принимало женщин в свои ряды, но даже запрещало им присутствовать на своих заседаниях. Частным порядком ее эрудиция и знание предмета поражали ученых, имевших с ней дело. Она как никто умела очищать найденные ископаемые скелеты. Занятие трудное и тонкое, потому что это практически выковыривание камня из другого, слегка отличающегося от него камня. Она также делала профессиональные научные иллюстрации своих находок. Но большая часть ее открытий были обнародованы даже без упоминания ее имени. Ученые-коллекционеры платили ей за ее находки, а славу забирали себе. И это ее глубоко оскорбляло. Ее подруга написала о Мэри. Она говорит, что мир дурно ее использует, что эти ученые-мужи высасывают ее мозг и публикуют массу статей, для которых она предоставила все материалы и не получила никакой награды. В возрасте 27 лет Мэри накопит достаточно денег, чтобы открыть свой собственный магазин с витриной, в которой красовался очередной найденный ею ихтиозавр. Об ее магазине даже писали в газетах. Всякий уважающий себя геолог или коллекционер должен был посетить ее лавку. С ней консультировались ведущие специалисты. Ее находки разошлись по музеям по всей Европе и даже Америке. Король Саксонии Фридрих Август II посетил ее магазин и купил ихтиозавра для своей коллекции за 15 фунтов. Сопровождавший короля придворный попросил Мэри написать ее имя и адрес в ее записной книжке. И она сделала это, сказав: «Меня хорошо знают в Европе». То есть Мэри была знаменита в кругах охотников за ископаемыми. Все знали, что за окаменелостями и за разъяснениями по их поводу в Англии нужно в первую очередь обращаться к Мэри Эннинг. Но официально она не считалась ученым, и единственной опубликованной ее работой станет письмо в редакцию журнала «Естествознание», в котором Мэри укажет на то, что якобы обнаруженный недавно новый вид доисторической акулы был на самом деле уже найден и описан ею несколько лет назад. Тридцатые годы станут тяжелыми для Мэри. В стране финансовый кризис, и люди не готовы тратить деньги на окаменелости. Ей долго не везет, и родные откосы не дарят ей ничего интересного и нового. Наряду со многими своими современниками она потеряет значительную сумму денег, вложившись в коммерческое предприятие, которое прогорит. Обеспокоенный финансовым положением Мэри, ее друг Уильям Бакланд убедил Британскую ассоциацию развития наук присудить ей пенсию в знак признания ее вклада в развитие геологии. И эта годовая пенсия в размере 25 фунтов даст Мэри Эннинг некоторую финансовую стабильность и ощущение, что ее ценят. Но ей придется сражаться с невзгодами до самого конца ее недолгой жизни. Надо заметить, что ни одного настоящего динозавра Мэри не нашла. Даже если учитывать, что это слово появится только за несколько лет до ее смерти, после того, как она уже сделала все свои главные открытия. Динозавры жили на Земле, а все чудовища Мэри были водными жителями, включая Несси. То есть, строго говоря, они не
динозавры. До сих пор ведутся споры, умели ли хоть какие-то динозавры плавать, мы не знаем точно. Нам еще предстоит много узнать о доисторических жителях нашей планеты. А тогда люди только начали приоткрывать эту страницу истории. Когда ей было 45 лет, Мэри заболела раком. Она начнет принимать лауданум от боли, и по городу начнут ходить слухи, что она пьет. Ее магазин придет в полнейший упадок, она опять окажется без средств. Но тут геологическое общество, игнорировавшее ее всю жизнь, внезапно опомнится, засуетится и сделает сбор денег в ее пользу. И они примут ее в почетные члены общества. И в последний год своей жизни Мэри, измученная болезнью, наконец получит заслуженное признание от коллег-мужчин. А когда она умрет, в ее честь установят большой витраж в церкви, куда она ходила многие годы. Потому что, между прочим, несмотря на всех ископаемых чудовищ, Мэри всю жизнь оставалась горячо верующей женщиной. На витраже изображены 6 актов милосердия, а надпись гласит: «Это окно посвящено памяти здешней прихожанки Мэри Эннинг, скончавшейся 9 марта 1847 и воздвигнуто викарием и членами Лондонского геологического общества в память о ее вкладе в развитие науки геологии, а также ее доброты сердца и честной жизни». В те годы большинство работ по изучению окаменелости еще проделывалось в рамках геологии. Мэри Эннинг стояла у истока новой науки, складывавшейся вокруг нее и сформированной ею и ее единомышленниками и конкурентами. Эта дисциплина, стремившаяся понять историю Земли, опираясь на знания, которые дают нам останки вымерших организмов, в конечном итоге стала называться палеонтологией. В августе 2018 года 11-летняя школьница из Дорсета по имени Ивис Свайр начала кампанию под названием «Мэри Эннинг Рокс» за то, чтобы Мэри был установлен памятник. Это игра слов. Мэри Эннинг Рокс означает или «камни Мэри Эннинг», или «Мэри Эннинг рулит». Пандемия довольно сильно затормозила сбор денег, но Иви не сдавалась. И в конце концов, к январю 2021 года компания собрала достаточно средств для создания скульптуры. Статуя была публично открыта 21 мая прошлого года, в 223-ю годовщину со дня рождения Мэри. И теперь бронзовая Мэри Эннинг в сопровождении верного Трея будет вечно шагать со своей корзинкой и молотком по набережной родного города с аммонитом в руке. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился этот рассказ, не забудьте поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.